Вся правда о кофе. В комментариях вы часто просили, и вот наконец я записал ролик о кофе. В этом ролике я расскажу о всех полезных и негативных свойствах кофе, и о том, как молоко влияет на кофе, какой кофе лучше и сколько кофе можно пить без вреда для здоровья. Давайте начнем с того, как работает кофеин с точки зрения процесса в организме. Кофеин влияет на работу надпочечников, высвобождает адреналин. Адреналин активирует симпатическую нервную систему, поэтому вы себя чувствуете бодрее и активнее. Однако, одновременно с этим процессом происходит всплеск норэпинефрина и эпинефрина в ядре ствола мозга. Этот процесс повышает уровень дофамина, и кофеин еще увеличивает чувствительность дофаминовых рецепторов. Все эти процессы происходят не естественным путем, а благодаря кофеину и не на долгое время. И еще кофе воздействует на аденозиновые рецепторы. Кофеин подавляет активность аденозина. Аденозин – это молекула усталости. В период бодрствования, по мере нарастания концентрации, аденозин сообщает нейронам о том, что пора спать. Когда концентрация аденозина увеличивается, нас клонит ко сну. А также аденозин снижает частоту сердечных сокращений. Когда вы просыпаетесь утром, в зависимости от продолжительности и качества сна, ваш уровень аденозина может быть на нуле. Тогда вы чувствуете себя бодрым, активным. Но если сон был не очень хорошим, аденозин может быть чуть выше уровня нуля. Когда вы после пробуждения сразу выпиваете кофе, кофеин может занять рецепторы, с которыми взаимодействует аденозин. То есть кофеин получается функциональным антагонистом аденозина. И в это время аденозин не может взаимодействовать с этими рецепторами. Поэтому вы себя чувствуете бодрее. Но к 2-3 часам, когда кофеин выводится, аденозин начинает занимать эти рецепторы. И вы начинаете чувствовать сонливость. Вот о чем я хочу сказать. Если вы просыпаетесь утром и чувствуете себя бодрым, то не нужно пить сразу кофе. Подождите 2-3 часа, потом выпейте. Это будет вас делать намного бодрее на протяжении всего дня. Но в кофе есть не только кофеин, но и насчитывается около 1000 активных веществ, которые содержатся в кофе. Хлорогеновые кислоты, кофестол, кофеол, витамин В12, магний, фенольные соединения, ферменты и множество антиоксидантов. Что делает кофе не только полезным, но очень активным напитком. С точки зрения тибетской медицины, кофе является желчегонным, мочегонным, слизегонным. Это напиток, который дает энергию огня и все в организме запускает. Все процессы начинают ускоряться. Но кому пить кофе я не рекомендую. Здесь я вам расскажу как доктор тибетской медицины. Кофе не очень подходит людям конституции ветра. Не всем людям конституции ветра, а только тем, кто имеет сильное напряжение и постоянную тревожность. Потому что кофе после потребления на несколько минут может вызвать повышение артериального давления, учащение частоты сердечных сокращений, а это очень сильно влияет на внутреннее состояние этих людей. У них повышается тревожность, у них начинается внутренняя паника, они начинают себя чувствовать не в своей тарелке, метаться и так далее. И еще кофе может не подойти людям конституции ветер-желчь и желчь, так как кофе является очень сильным желчегонным средством. После кофе эти люди могут сразу побежать в туалет. Многие люди говорят, что кофе канцерогенный напиток, то есть вызывает развитие раковых заболеваний. Про это я множество статей просмотрел. И действительно до 2016-2018 годов такое мнение было, но затем все обвинения с кофе были сняты, так как то, что думали, что кофе вызывает рак пищевода, это оказалось не связано со свойствами кофе, а связано с тем, что кофе это горячий напиток. И любой горячий напиток при приеме его часто может травмировать пищевод и затем может развиваться рак пищевода. Также кофе связывали с раком легких, и это не подтвердилось. Просто многие люди пьют кофе вместе с сигаретой. Но вот что точно кофе вызывает, это незначительное повышение липидного профиля. То есть холестерин высокой и низкой плотности может повышаться при употреблении кофе. И это доказано. И людям с повышенным холестерином
нужно кофе пить с осторожностью и не злоупотреблять. В чем польза кофе? Кофе является очень хорошим антиоксидантом, то есть кофе защищает клетки от негативного влияния радиоактивных соединений кислорода и азота. Кофе обладает противовоспалительным действием. А еще говорят, что кофе может вызвать активизацию сиртуинов, который осуществляет эпигенетическую регуляцию молодости. Кофе стимулирует желчеобразование и обладает желчегонными действиями. Поэтому кофе очень благотворно влияет на функцию печени, улучшает желчеотток, что является профилактикой образования желчекаменной болезни. Улучшение желчеоттока приводит к улучшению работы кишечника, что приводит к ускорению продвижения пищи через кишечник, и это тоже очень благотворно влияет на кишечник, так как переваренная пища долго не застревает в кишечнике, уменьшается контакт со слизистой кишечника, и это всегда хорошо для кишечника. С желчегонным действием кофе связано и то, что кофе является очень хорошим средством для профилактики жирового гепатоза. Кофе снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Это связано с тем, что в кофе содержится большое количество магния. Магний благоприятно влияет на чувствительность организма к инсулину. Так как кофе является мочегонным напитком, снижает риск развития подагры и мочекаменной болезни. Также в некоторых исследованиях говорится о том, что кофе снижает на 25% развитие болезни Паркинсона. В других исследованиях говорится, что потребление кофе снижает развитие некоторых видов рака. Частый вопрос от вас, дорогие зрители, полезно ли или вредно молоко в кофе? Как доктор тибетской медицины я могу ответить на этот вопрос так. Кофе по свойствам своим является горячим напитком. Как я уже сказал, он обладает желчегонным, мочегонным, слизигонным действием, согревает, стимулирует все процессы в организме. А молоко является холодным продуктом по свойству, который ускоряет слизеобразование в организме, замедляет все процессы. Поэтому, если мы смешиваем эти два напитка, то кофе с молоком получается нейтральный напиток. И это даже может привести к тому, что некоторые люди, которые не могут пить кофе без молока, когда мы добавляем молоко, немного нейтрализуется свойство кофе, и кофе начинает всасываться более медленно, чем без молока. Это может дать вам возможность лучше усваивать кофе. То есть я бы не стал говорить, полезно или вредно кофе с молоком. Здесь вопрос не в этом. Когда добавляем в кофе молоко, мы просто успокаиваем кофе как горячий, как активный напиток. Сколько кофе можно пить без вреда для здоровья? Я думаю, 3-4 чашки в день будет нормальной дозой. Как я уже сказал, не нужно пить кофе после пробуждения, но есть люди, некоторые конституции ветра, которые страдают пониженным давлением, которые не могут проснуться. Им, конечно, можно утром выпить кофе, чтобы себя чувствовать более бодрее. Всем остальным лучше пить кофе через 2-3 часа после пробуждения. Всегда вопрос, стоит ли кофе дополнять водой. Но вообще на этот вопрос я так отвечу. Я всегда рекомендую людям пить в течение дня 1,5 литра воды, помимо всех напитков, которые они употребляют. Поэтому я не думаю, что чашка кофе должна обязательно восполняться стаканом водой. Если вы пьете в течение дня 1,5 литра воды, то не нужно этого делать. Пейте 3-4 чашки кофе себе в удовольствие, и это вам никакого вреда не принесет. Так что же лучше, растворимый или натуральный кофе? Здесь однозначно натуральный кофе лучше, но растворимый кофе может быть ничем не хуже натурального, если он сделан качественно. Нужно смотреть состав, если туда добавлены все химические элементы, и в том числе сахар и так далее, конечно, там вреда будет больше, чем пользы. Но натуральный кофе, я понимаю, для его приготовления нужно время какое-то, и не всегда есть это время, чтобы подождать, приготовить это кофе. Поэтому выбирайте, смотрите на состав и пейте кофе без сахара, но можно с молоком. Вот я очень люблю кофе, мне очень нравится запах кофе, но я не могу пить, потому что если я выпью кофе, тем более еще с молоком, сразу через 5 минут я окажусь в туалете. Это железно работает.
Но я все же себе раз в неделю позволяю чашечку кофе, американо. Я наслаждаюсь, кайфую. Будьте здоровы!